тридевятом царстве, тридесятом государстве в королевстве под названием Apple жил дедушка Тим Кук, который повадился выпускать для нас технику, которая не отличается совершенно от той же техники прошлых поколений. И вот дедушка Тим представил для нас iMac на чипе M4, который в целом ничем не отличается от iMac на чипе M3, но он добавил сюда в аксессуары порт USB-C и разрешил за $200 наносить на экран нанотекстурное покрытие, которое компенсирует блики. Вот только смотрю я на Studio Display, который дедушка Тим выпускал уже много лет назад, и думаю, ведь у него пиковая яркость выше, запас яркости, соответственно, выше. У него нету нанотекстурного покрытия, но почему-то сейчас на два эти монитора светит здоровенный источник света, и для вас нет никакой разницы в отображении контента. И более того, сюда я могу подключить любой Mac Mini на чипе M4 Pro, а вот здесь у меня всего одна комплектация на чипе M4. Конечно, если у вас не было компьютера вообще, или он был такой старый, что вы решили заменить все и сразу, то за цену iMac это, конечно, отличное предложение. Минимально $1300, за которые вы получаете сразу и моноблок, и клавиатуру, и мышку, и даже за $50 со скидкой можете добавить в комплект тачпад от Apple. Вот только у нас, в отличие от других стран, где Apple убирает из продажи старые модели, как только выпускает новую, есть вот такой iMac на M3. И он практически никак не отличается от Mac на M4. Комплект у него тот же, цвета практически идентичны. И отличий на самом деле всего несколько. Вот первое из них — это наличие у аксессуаров порта USB-C. По этому случаю в комплекте заменили комплектный кабель для их зарядки, и теперь тут кабель USB-C, USB-C. Клавиатуры в основном в Россию едут англоязычные, на них можно сделать гравировку, положить накладку или наклеить буковки. Заказать сразу русскую гравировку, причем можно, но из продавцов этим почему-то никто не заморачивается. С мышкой тут все по-старому. Тим Кук ее называет шедевром дизайна и эргономики. Ну, на самом деле, по дизайну я соглашусь, она поддерживает свайпы, мышка действительно прикольная, заряд держит долго, пользоваться ей катастрофически неудобно. Это вообще не шедевр эргономики, это факт. Кисть устает быстро, и я бы вам посоветовал лучше выбрать комплектацию с тачпадом, либо докупить тачпад сразу, потому что он гораздо удобнее. Ну и как мы с вами уже обсуждали, у каждой техники Apple есть в дизайне какой-то момент, за который ее будут критиковать, и к этому будет привлекаться внимание. Тут этот момент все так же остается, потому что разъем для зарядки мыши находится в нижней части, и да, когда мышка заряжается, вы ей не можете пользоваться. С другой стороны, за 5 минут заряда вы получаете несколько часов работы, поэтому, в принципе, это никому еще не мешало. iMac — это у нас, по сути, моноблок, системный блок в сборе с монитором. Разрешение тут 4,5К, пиковая яркость 500 нит, передача цветов эталонная, калибровать ее не нужно. Рамки белого цвета, да, они ограничивают экран визуально, и при просмотре фильмов это прям вот изюминка. Я не знаю, кто в Apple до этого додумался, потому что пока все хотят, чтобы у вас черные заставки сливались с интерьером, Apple хочет прям выделить ваши рамки и вас в них загнать. И нововведение этого iMac — это нанотекстурное покрытие, которое вы теперь можете добавить за $200. Сразу скажу, я фанат нанотекстуры. Как только она у меня появилась, я очень хотел себе Pro XDR дисплей с ним, но он стоит просто каких-то колоссальных денег. На iPad она у меня есть, мне это очень нравится, и я сразу себе заказал iMac с нанотекстурным покрытием. Здесь люди делятся на два лагеря. Одни считают, что оно нужно, другие считают, что не нужно. Я вам скажу, в реальной жизни оно вообще незаметно. То есть мне никогда экран не бликовал, пока я монтирую на нем. Никогда он не мешал мне при просмотре контента. Если захочется докопаться, я найду блики и здесь, и могу и здесь подобрать угол, при котором я найду отражение. Но что на Studio Display без нанотекстурного покрытия, что на iMac с нанотекстурным покрытием, работать плюс-минус одинаково. Оно очень сильно отличается от того, что нанесено все-таки на iPad, потому что там, ну, цвета приглушаются. Здесь я такого не заметил, но и прям реальной пользы тоже нет. По портам тут не густо. 4 Thunderbolt
iMac 4-го поколения и мини-джек. Он спрятан сбоку, потому что iMac очень тонкий, а мини-джек как бы толще него. Скажу сейчас странную вещь, но на мой взгляд 4 Thunderbolt'ов как бы и хватает. Ну, в один вы можете подключить еще, допустим, один монитор, а еще у вас остается 3. Один займете переходником на USB-A, у вас остается 2, ну вот еще что-то туда сможете докинуть. Как минимум можно туда еще докинуть переходник. В общем, захотеть, жить с этим можно, ничего критичного нет. Единственное, странно, не докинули ни одного Thunderbolt 5-го поколения, хотя это прям фишка всех компьютеров с чипом M4. Ну и по начинке, тут доступна одна комплектация чипа M4 и разное количество оперативной и постоянной памяти. Минимально от $1300, и это за железо, монитор, клавиатуру и мышку. Предложение как бы прикольное. M4 мы с вами уже видели на макбуках, на айпадах, на iMac'ах теперь смотрим, и в принципе даже на Mac Mini мы уже смотрели. Тут абсолютно все понятно и ничем он не отличается. Для игр не шедевр, можно запустить там тот же Red Dead Redemption, Cyberpunk, вы получите от 40 там, до 45 FPS, это уже хороший прирост, но это недостаточно для комфортной игры, но с другой стороны для графических редакторов, для работы с видео этот iMac более чем подходит. Так же, как iMac на чипе M3. И с этим iMac'ом на самом деле у меня дежавю прям зашкаливает, потому что это тот же самый iMac на чипе M3, у которого просто аксессуаром добавили порт USB-C, это требование Евросоюза, иначе Apple бы не смогла их продавать на территории еврозоны, и в принципе как бы и все. Ну да, чип немножечко новее, но между M3 и M4 разница ну прям вообще незаметна. Нанотекстура, ну как бы да, приятно. То есть я вот хотел к ней получить доступ, я его получил. Но, честно скажу, прям это не изменило мою жизнь. В остальном, это прям такой же спорный продукт. Его нельзя будет проапгрейдить через несколько лет. То есть это не Studio Display, которому мы можем просто докупить новый Mac Mini или новый какой-нибудь Studio. Здесь все, вот вы купили этот комплект и с ним живете. С другой стороны, вы проживете с ним действительно очень много лет, потому что это компактное решение для школьника, для студента на очень-очень-очень много лет вперед. Но вместо M4, послушайте, выберите лучше M3. Пусть у вас будет этот один кабель Lightning для зарядки ваших аксессуаров. Проблемы особой нет. И на самом деле все, что сказано выше, можно назвать итогом этого видео. Это прекрасный продукт, который вас очень порадует. Вот в тех белоснежных рамках, в которых он создан. Но точно такой же iMac на чипе M3 вы можете сегодня взять и, в принципе, радоваться еще несколько лет вперед. Я бы вам посоветовал взять MacBook Air, его подключать там, к Studio Display или любому другому монитору и, в принципе, пользоваться им так. Либо, если вам прям очень нравятся мониторы, взять монитор, к нему Mac Mini и обновлять его раз в несколько лет. Либо, если ваши задачи помощнее, то взять себе Mac Studio. Но и то за обновление вы будете платить только за железо. А это действительно классно за свой прайс, но как-то очень сомнительно и уж очень в белоснежных рамках Apple. Спасибо вам за просмотр этого видео, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. С вами был Сергей Романцев. Всем пока!